Здравствуйте, дорогие вязальщицы! Вы на канале Пара Спиц, и с вами я, Тоня Февралева. Для этого шикарного узора из одной петли нам с вами нужно набрать любое количество петель. У нас в раппорте всего одна петля, плюс нужно будет 2 петли для кромки, поэтому набирайте абсолютно любое количество петель. После того, как петли набрали, мы с вами поворачиваем наше вязание, либо вяжем по кругу, соединяем круг. Первый ряд провяжем все петли изнаночными. Если вяжете по кругу, то в первом ряду провяжите просто все петли лицевые. Последнюю кромочную петлю также изнаночной провязываем. После того, как мы провязали вот этот первый установочный ряд, мы уже будем приступать к самому узору. Вязать мы будем всего 2 ряда, и они достаточно простые. Я вам сейчас покажу как вязать из 2 цветов или из более. Значит, первый ряд вяжем так. Кромочную снимаю, не провязывая. Дальше за первой петлей я отыскиваю ниточку самую верхнюю и под нее ввожу спицу правую, захватываю нить и вытягиваю длинную петлю. Саму петлю я переснимаю. И вот он, наш раппорт, такой простой. Мы его будем повторять до конца ряда. Снова за петлю, первая, которая на левой спице, отыскиваю ниточку, протяжку и под нее ввожу спицу, захватываю нить, вытягиваю длинную петлю. Саму петлю переснимаем, не провязывая нить за работой. Итак, вяжем до конца ряда, пока не останется одна кромочная петля. За предпоследней петлей будет сложнее всего достать ниточку, поэтому я делаю так. То есть я ввожу за петлю под протяжку и чуть-чуть ее придерживаю пальцами вот здесь узелок и вытаскиваю нить. Это только в первом ряду. В последующих рядах будет это место гораздо легче вязать. Все, вытянула, петлю пересняла. И у нас последняя петля кромочная, мы ее провязываем просто изнаночной. Вязание наше поворачиваем, и я уже тут закрепила второй цвет. Я его просто к хвостику привязала, он рядышком. Итак, повернули, и второй ряд вяжем так. Кромочная петля, я ее провяжу, чтобы был более ровный переход, а далее раппорт. Провязываем 2 петли вместе изнаночной за передние стенки. Вот этот, собственно, наш раппорт, вот эта одна петля, которую мы будем провязывать до конца ряда. Провязываю 2 вместе изнаночной за передние стенки. Так вяжу до конца, до последней кромочной петли. И если вяжете по кругу, то тогда нужно вязать 2 вместе лицевой за передние стенки. Дошла до конца, у меня осталась кромочная петля, и я ее провязываю изнаночной. Вот мы с вами провязали раппорт узора. Получается, мы теперь с вами разворачиваем и вторым цветом вяжем снова первый ряд. Кромочная петля, дальше за первой петлей под протяжку. Ее будет видно, поскольку мы второй ряд вяжем контрастным цветом, ее прям будет хорошо видно. Вытягиваем длинную петлю. Саму петлю переснимаем, вытягиваем, переснимаем, и так вяжем весь ряд. Вот смотрите, в конце у меня получается предпоследняя петля, и здесь совершенно легко уже вытягивать нить. Все, последний раз раппорт повторила, кромочную провязываем изнаночной. Поворачиваю, тут уже нужно вводить либо следующий цвет, там третий, если вы, например, там все цвета радуги или просто несколько цветов хотите провязать, чтобы был градиент, либо снова меняем цвет, берем первый и вяжем снова второй ряд узора. Кромочную провязываем, лицевой, чтобы был хороший переход. Дальше провязываем по 2 петли вместе изнаночной.
Получается, нам нужно менять в каждом втором ряду цвет нити, если хотите разными цветами вязать. Итак, повторяйте, повторяйте вот эти 2 ряда, получится вот такой вот красивый узор. Я его специально не стала отпаривать, чтобы вы увидели, что он абсолютно ровный. Я не имею в виду край, я имею в виду, что его не перекашивает, узор ровный. Но я вязала как-то из другой пряжи, из хлопка, и у меня его перекашивало. Поэтому, если вы вяжете, у вас перекашивает, значит, нужно попробовать другую пряжу. Выглядит очень красиво этот узор, очень-очень легко вязать. Он достаточно плотный. Если вязать из хлопка, или из какой-то такой нити, которая, ну, например, вот такая вот у меня, это синтетика, она не пушистая, то будут видны дырочки. Вот здесь, видите, в промежутках. А из шерсти, вот у меня как раз сиреневая, это шерсть пушистая, и оно как бы, вот эта пряжа будет заполнять все дырочки, и будет очень плотно, можно даже и шапку связать. Узор очень плотный, он прям толстенький такой, объемный. Расход больше, в 2 раза больше, чем, например, на простую лицевую гладь. Но вот такой вот он интересный, красивый. Можно коврики вязать, можно для одежды использовать. Узор эластичный, можете использовать его вместо резинки, тоже будет хорошо. Смотрите, как красиво, тоже плотно-плотно смотрится изнанка. Надеюсь, вам понравился этот узор. С вами была Тоня Февралева. Всех целую и обнимаю. Всем пока!